hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Всем привет! Сегодня готовлю простой, но сытный и очень вкусный домашний обед из серии «Чем накормить семью?». Давайте готовить вместе. Для начала в кастрюле я разогрела растительное рафинированное масло и теперь отправляю сюда одну нарезанную кубиком луковицу. Буду обжаривать ее до мягкости. И заметьте, всегда мы говорим, что лук мягкий, а морковь жесткая. Но ведь обжариваем-то мы всегда сначала лук, значит лук жестче, крепче, чем морковь. Мы всегда к луку обжаренному добавляем морковку, и все успевает приготовиться вместе. Получается, что не такой уж он и мягкий, как нам кажется. После того, как лук стал мягким, обжарила его, добавляю к нему морковь, одну среднюю, нарезанную кубиком. Все это вместе перемешаю и буду обжаривать дальше, до мягкости моркови теперь. Обжарила еще 2-3 минутки и добавляю сюда же мелко нарезанный перчик чили, немного. Если не хотите, не любите, не переносите перец, то не добавляйте, это по вашему вкусу. Мы остренькое любим, поэтому я всегда при наличии свежего острого перца добавляю его. Если нет свежего, то кладу сушеный. И теперь к этой смеси я отправляю чайную ложку с горкой томатной пасты. Сюда же идет паста перцев при ее наличии. Если нет, то просто паприку можно положить. Я кладу 4 чайные ложки перечной пасты собственного приготовления. А как я ее готовила, я показывала в одном из предыдущих видео. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. И ссылочку оставлю внизу в описании под видео. Все это я немного присолила, добавляю черный молотый перец. Несмотря на то, что я добавила уже пасту перцев, отправляю еще чайную ложку паприки. Все вместе перемешаю и буду еще пару минуточек томить вместе, чтобы все вкусы подружились и чтобы специи раскрыли свои ароматы. После этого я отправляю сюда нарезанный крупными ломтиками картофель. Тут уже, конечно, дело вкуса. У нас в семье все обожают картошку в любом виде, поэтому картофеля в обед всегда я кладу много. Если вы не очень его любите, кладите меньше. Это уже, как я сказала, по вкусу. Кому больше картошки, кому больше мяса, так, как вам нравится, так, как нравится вашей семье, как вы любите, как вы привыкли готовить. После того, как картофель добавила, все это вместе перемешиваю и еще немножечко вместе обжариваю. Но не жарю картошку, не делаю жареную картошку, а просто слегка обжариваю. И спустя несколько минут заливаю кипятком. Сразу чайник вскипятила и отправила кипящую воду. Так и быстрее приготовится, и полезнее, и вкуснее картофель, когда заливаешь кипящей уже водой. Воды наливаю, чтобы она покрыла весь картофель и еще немного больше. Оставляю картофель вариться до готовности, а сама пока займусь фаршем, вернее буду делать фрикадельки из фарша или тефтельки, или кюфтушки, как мы их называем. В общем, занимаюсь мясной составляющей данного обеда. Фарш я разморозила заранее, добавляю к нему рис, просто промытый. Я его промыла и немного замочила, пока вот все это готовила. Сюда же отправляю измельченный лук. Я его прокрутила в блендере, чтобы он был сочнее и совсем мелкий. Сюда же отправляю острый красный перец, немного куркумы. Естественно, как всегда, все специи по вкусу. Если вам что-то не нравится, просто исключайте. Если хотите еще какую-то свою специю, которую вы любите, конечно же, добавьте. Я добавляю немного сушеного базилика, немного черного молотого перца и солю. Соль тоже по вкусу. Все это надо хорошенечко перемешать, чтобы все смешалось. Еще добавляю сушеную мяту обязательно в этот обед и перемешиваю. После того, как весь фарш хорошенечко перемешала, формирую тефтельки или фрикадельки вот таким образом. Я делаю их среднего размера, не маленькие, не очень большие, вот такие примерно, размером с небольшое куриное яйцо. Таким образом я сформирую все тефтельки.
Чтобы шарики было легче скатывать, можно периодически смачивать руки в холодной воде, тогда мясо не будет прилипать к вашим рукам. У меня фарш из индейки, вы берите, какой нравится вам. После того, как все мясные шарики сформированы, осталось дождаться, чтобы сварился картофель. Я его проверяю, чтобы он был не совсем прям мягкий, потому что нужно еще время, чтобы сварились тефтели. И когда картофель почти что готов, я добавляю их сюда. Нужно сделать так, чтобы все мясные шарики погрузились в бульон. Теперь можно накрыть крышкой, но не до конца, прикрыть крышкой и варить до готовности мяса. Наш обед готов. Картошка уже вот мягкая, мясо сварилось. Все готово. В конце я посыпаю еще немного сушеной мятой и варю еще минутку буквально. Свежую зелень в кастрюлю я не добавляю. Буду добавлять ее уже при подаче. Мы предпочитаем кинзу. Вы кладите зелень, ту, которую любите вы. Я знаю, что многие кинзу не любят. И вот такой вкусный, насыщенный обед у нас получился. Посмотрите, мягенькая разваристая картошка и мясо тоже уже все готовое. Это очень вкусное, сытное, полезное и ароматное блюдо. Обязательно понравится всей вашей семье. Ну вот и все на сегодня. Я хочу сказать тем, кто подписался, большое спасибо за подписку. Кто не подписался, подписывайтесь. Желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.